Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас я расскажу о том, какая бывает маркировка УЗО и какие бывают типы УЗО и типы DIF-автоматов по форме тока утечки. Особую благодарность выражаю за поддержку канала самому активному его подписчику. Илья, большое вам спасибо. Начну с самого простого. Маркировка УЗО и DIF-автомата обязательно содержит обозначение клемм. Латинской литерой N маркируют контакт для подключения нулевого провода. Цифрами маркируют фазные контакты. На корпусе изображается схема подключения. По ней видно, куда подключается фаза L, куда нейтраль N, а также как подключена встроенная кнопка «Тест». Кнопка «Тест» имеет на корпусе соответствующую надпись или просто обозначается буквой «Т». Основные электрические параметры УЗО и DIF-автомата. Номинальное напряжение УН, например, 230 вольт для однофазной сети или 400 вольт для трехфазной. Часто указывается и номинальная частота 50 Гц или 60 Гц. Номинальный ток ИН. Это максимальный рабочий ток, который УЗО или DIF-автомат может пропускать через себя длительное время без вреда для конструкции. В данном случае для УЗО это 16 ампер, а для DIF-автомата 20 ампер. Стандартный ряд значений номинального тока для УЗО это 16, 25, 32, 40, 63, 80 и 100 ампер. Для DIF-автоматов стандартный ряд номинальных значений такой же, как и для обычных автоматов. УЗО следует защищать автоматом, номинальный ток которого равен или лучше на ступень ниже, чем номинал УЗО. DIF-автомату это не требуется, так как он сам себя защищает. Следующий параметр – номинальный отключающий дифференциальный ток И дельта N. Это ток утечки, при котором УЗО или DIF-автомат гарантированно сработает, то есть отключится. Указывается он в амперах или в миллиамперах. Значение 10 миллиампер – это защита во влажных помещениях, таких как ванные, душевые. 30 миллиампер – это стандартная защита человека от поражения током в бытовых розетках и осветительной сети. 100, 300 и 500 миллиампер – противопожарные УЗО, которые защищают кабели от возгорания. Человека от прямого контакта не спасут. УЗО с таким значением тока утечки в квартирах и частных домах не применяется. Типы УЗО и DIF-автоматов по форме тока утечки. УЗО тип АЦ и DIF-автомат тип АЦ – самый простой тип УЗО, который обозначается синусоидой в прямоугольной рамке. Это ток утечки обычного переменного тока сети AC. Такой тип УЗО и дифференциальных автоматов хорошо подходит для простых электроприборов, всевозможных обогревателей, бойлеров без электроники, ламп накаливания. УЗО тип А и DIF-автомат тип А обозначается синусоидой и пульсирующей волной в рамке. Такое УЗО реагирует не только на переменный ток сети AC, но и на постоянный пульсирующий ток DC. Стиральные машины, микроволновки, компьютеры и источники питания светодиодных лент могут быть причиной появления опасных постоянных пульсирующих токов утечки, от которого защищает УЗО типа А и DIF-автомат тип А. Такой тип УЗО – это более высокий уровень безопасности. УЗО тип Б имеет обозначение в виде синусоиды, импульсного пульсирующего тока и прямой линии. Нетрудно догадаться, что такой тип УЗО реагирует на утечку переменного сетевого тока синусоидальной формы, пульсирующего постоянного тока и к тому же чистого постоянного тока. Источником утечки как пульсирующего, так и постоянного тока может выступать зарядная станция электромобиля, инверторный преобразователь напряжения или солнечная электростанция.
Итак, типы УЗО по форме тока утечки указывают на то, от чего защищает УЗО или DIF-автомат. Еще один важный параметр, который содержит маркировка УЗО и DIF-автомата, это условный номинальный ток короткого замыкания ИНЦ, которые указывают в прямоугольной рамке. Например, 6000 А или 10 000 А. Он показывает, какой сверхток короткого замыкания способна выдержать УЗО или дифференциальный автомат, если его успеет отключить последовательно установленный или встроенный автомат. Вывод. Маркировка УЗО и DIF-автомата – это технический паспорт, нанесенный прямо на корпус. Умение читать эти символы поможет вам выбрать правильное устройство и не ошибиться при монтаже. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.